Стефан, ты что, охренел? Ну, то есть, какой из тебя писатель? Рассоединяешь, короче, возможно, потом их соединяешь так, как нужно тебе. Кто ты, блин, вообще? Что ты здесь делаешь? Что это была за ситуация, за такое осмысление? Дорога была там в духовный мир, в духовный путь, там, типа, я собирался уехать в Индию. Рановато потерял смысл жизни, да? Купить какую-то тачку конкретную, там, я не знаю, квартиру, там. Грязевое пятно, да, вот мусорное. Мы привыкали к этим излучениям из-под земли. Факт. Я Да. поддержу. И никогда я не видел этих денег, которые зарабатывают. Ты можешь стоять голым посреди комнаты и записывать текст. 5 кино подряд, там, до 3 часов ночи. Вообще, есть ли в этом смысл? Всем привет! Это подкаст «Теории и концепции», и я ее ведущая Марина Егорова, женщина и предприниматель. Это подкаст, в котором мы узнаем себя через других людей. И сегодня у меня в гостях потрясающий гость. Это Стефан Чернявский. Стефан себя по-разному называет. От писателя до криптомиллионера. Сегодня мы разберемся, какая у него основная роль. Поговорим о том, какое интересное сейчас время, и поговорим о молодом поколении классных, талантливых и ярких людей. Вот, Стефан, спасибо большое, что, во-первых, пришел. Я, на самом деле, хочу тебя раскрыть для своей аудитории, потому что ты такой яркий и предприниматель, и блогер. У тебя есть твой известный, там, знаменитый подкаст. Я наблюдаю за тобой в социальных сетях. У тебя такая активная, интересная жизнь. И сегодня хочется, знаешь, поговорить о том, какие теории и концепции у тебя есть в твоей голове, в твоей жизни, как ты смотришь на мир, как ты смотришь на парней, которые там старше тебя, но которые еще не добились таких успехов, да, и что бы ты им мог посоветовать. Сегодня мы все это с тобой обсудим. И основное, конечно, это ты криптопредприниматель, основатель школы, у тебя есть платежная система, правильно, проект. Расскажи, пожалуйста, о себе сейчас подробнее, чем ты сейчас занимаешься, какие у тебя есть проекты для того, чтобы познакомить тебя с моей аудиторией. Да, привет, Марин. Спасибо, что позвала на подкаст поговорить. Слава богу, я не помню, чтобы я себя сам называл криптомиллионером. В основном это в основном, знаешь, в разных других подкастах, интервью, я же готовлюсь к тебе, изучала тебя поподробнее, там у тебя предыдущие интервью, какие-то новые, понятно, твой Инстаграм. И да, люди любят заворачивать это во что-то такое яркое, притягательное, да. Обещаю, что криптомиллионер, скорее всего, у меня не будет на заставке. Как ты себя сейчас ощущаешь? Вот в текущей точке. Вот Стефан проснулся утром. Кто ты? Я, наверное, как-то с детства чувствовал, что играть в игры вот эти мне не очень нравится. Накидывать на себя какие-то маски, типа вот что я там юрист, адвокат, не знаю, финансист, маркетолог, там, ну и так далее. Я никогда не мог себя вот с чем-то таким идентифицировать, да, и в какой-то момент, когда все-таки приходилось как-то, озвучивать, типа, кто ты, я почему-то, подумал, что впервые я нашел слово, да, которое хоть как-то импонирует мне, да, писатель. Поэтому я себя назвал писателем, хотя любой, не знаю, какой-то человек образованный, там, он мог бы сказать, что Стефан, ты что, охренел? Ну, то есть, какой из тебя писатель, да? Ни одной книги не написано, не знаю, может, там, пару статей в моей жизни было. Просто это связано с тем, что я писал посты в Инстаграм, и это было, и есть, в принципе, такое одно из любимых хобби для меня. Вот. И в целом для многих людей я известен стал благодаря вот своим постам. Именно такой взрослой, сознательной, осознанной аудитории. В прошлом я, конечно, стал известен на молодую аудиторию по другим причинам. Но в целом я, опять же, на сегодняшний день остаюсь в полном нейтралитете. Я искатель, я путешественник, который путешествует эту жизнь. И для этого не обязательно передвигаться по миру. Я путешествую внутрь как бы в себя. Честно говоря, удивляюсь, насколько современный лад и уклад жизни человечества способен нас усыплять и роботизировать, и переводить на какие-то инстинкты животные, и каким образом мы заглушаем в себе этот голос
сознательности, который просто орет, кто ты, блин, вообще, что ты здесь делаешь. Нам кажется просто базово, вот у нас есть картинка мира своя внутренняя, ну, мы консервируемся в ней спустя время, вот мне 20 лет. Мне кажется, что вот, ну, типа, вот она вся жизнь, она такая понятная, этот мир такой понятный, у меня есть бабушка, мама, папа, улица, на которой я вырос, вот планетка вроде, на которой мы летим где-то там. 20 лет в рамках вселенной это ничего вообще. Да. И я в рамках этих 20 лет так убедился в том, что я что-то знаю, что все, мне уже реальность понятна, я могу проснуться утром и подумать, ой, как скучно, типа скучный день, или там в каких-то там проблемах, типа закрутиться, ой, это не получается, ой, то не получается. А когда ты хоть чуть-чуть возвращаешь себя к пониманию того, что на планете живут миллиарды людей взрослых, даже самых крутых вообще президентов, там, миллиардеров, предпринимателей, духовных учителей, не знаю, батюшек. Даже если кто-то из них думает, что он знает, что он здесь делает, никто из них понятия не имеет, как сформировалась планета, почему мы себя осознали, как вообще получилось так, что есть организм настолько сложно устроенный, почему материя приняла решение соединиться в такой сложно устроенный организм, для чего ей это нужно, и так далее, и так далее. Знаешь, мне очень откликается слово «писатель», потому что как будто бы это прописать свою жизнь в том числе, ты прописываешь и жизнь, ты прописываешь свой день, ты прописываешь, наверное, свое будущее, свои бизнесы, ты же тоже их, по сути, в какой-то мере прописываешь, поэтому очень классно, очень правда откликается слово «писатель», даже если это неприменимо пока к какой-то конкретной твоей книге, да? Ты, кстати, вот планировал бы написать? Ну, я мечтаю, да, это было бы классно. А о чем она бы была? Руки не дошли пока. Ну, наверное, мне нравится рассказывать какую-то определенную историю и на базе этой истории раскрывать какие-то смыслы. Вот, наверное, я бы все-таки первую книгу, и я на самом деле ее начинал писать, у меня есть там даже какой-то 20 глав или сколько-то. Это, история моей жизни, на примере которой, типа use case такой, на примере которой я подсвечиваю людям, что это возможно, что это работает, подсвечиваю те инструменты, которые использовали мои родители для того, чтобы получился я такой, какой получился. Ну и предлагаю просто, не претендуя на истину, вот такой вариант развития событий, как можно поступить со своим ребенком, например. Это тоже интересно еще дополнительно обсудить. Но давай сначала вернемся к тому, что ты сейчас делаешь. Окей, да. Ты искатель, писатель. Да. Я еще бы тебе добавила, знаешь, такое качество, которое в тебе заметила, это качество наблюдателя. То есть ты настолько, на самом деле, когда что-то рассказываешь, у тебя все детально, ты как будто бы расщепляешь на молекулы что-то, да, рассоединяешь, возможно, потом их соединяешь так, как нужно тебе, но вот это вот качество тоже наблюдателя, которое в тебе увидела. Расскажи, что ты сейчас делаешь, мы сейчас перейдем дальше более глубинно, и как ты в целом думаешь, вот такие качества, которые у тебя есть, и вот это качество наблюдателя, для чего оно тебе? Как оно тебе помогает? Касаемо твоего вопроса, что я делаю, правильно ты сказал, что у нас есть академия в России с лицензией Министерства образования, далеко, на самом деле, от инфобиза. Это академия для IT, да? Для айтишников? Изначально это криптовая академия, потом у нас появился искусственный интеллект и некоторые продукты для IT. Но в основном это продукты для разработчиков, которые хотят что-то делать на блокчейне. Вот, соответственно, даже эта академия, она возникла, по сути, в том числе из-за нашей личной боли, потому что в индустрии не хватает в общем-то, профессионалов своего дела. Сначала мы внутренний университет хотели строить, потом это как переросло в то, что мы его сделали, вывели в паблик. Помимо этого, у нас есть такой кулуарный венчурный фонд. Мы с просто кругом партнеров инвестируем свои личные деньги. Я думаю, что уже скоро будет 5 лет. Раньше это был исключительно Web3, только Web3 технологии, в связи с тем, что мы молодые и особо не понимаем в классическом венчуре, это слишком сложно. Да и в Web3 мы не особо понимали раньше. Просто так получилось, что были классные знакомства с классными большими фондами, которые с нами делились, воспринимая нас как smart money,
аллокациями своими. Так пилим разные продукты, платежные сервисы, процессинги, в общем, много всяких таких финансовых инструментов. Попробовали, наверное, все, что вообще существует в крипте и как можно в крипте только зарабатывать деньги, и стейкинг, и ноды, и все что угодно. Наверное, блокчейн для меня, я очень много про это рассказывал там на подкастах. Я в какой-то момент вообще там не собирался продолжать в предпринимательстве, и вообще там все, у меня уже дорога была там в духовный мир, в духовный путь, там типа я собирался уехать в Индию. И... Вот, расскажи подробнее, потому что ты говорил, когда мы с тобой общались, ты потом записывал сообщение, что у тебя был вот этот переход, когда ты решил от предпринимательства вообще уйти, уехать. Что это была за вообще за ситуация, за такое осмысление? Это было достаточно естественно. Я в какой-то момент начал так просыпаться, скажем так, задавать себе какие-то вопросы. Все это сопровождалось в первую очередь потерей смысла жизни. Возможно, у кого-то это происходит более как бы экологично, но из-за того, что я в тот момент переехал жить в Москву, пропал контроль в 14 лет. Я полностью в одиночестве, там, да. Я мог делать все, что хочу, начал зарабатывать очень много, ну, для своего возраста денег. У меня все предохранители слетели, то есть только что была мама, которая на тебя могла там наорать, если ты в 10 не вернулся домой. А тут ты можешь приходить в 6 или вообще не приходить, или приходить, когда хочешь, кушать, что хочешь, потому что у меня был супер строгий контроль по питанию со стороны мамы, ну и много всего другого. Ты как бы, может быть, в детстве там мог какие-то свои доводы, представления складывать о решениях со стороны там родителей, а здесь ты свободен, ты делаешь, что ты хочешь. И, в общем-то, это тебя очень быстро приводит в точку, где у тебя начинает закисляться кровь, затормаживаться все процессы. Я думаю, что ухудшаться здоровье, просто я тогда, естественно, этого не чувствовал в силу молодости. Начались потери смысла жизни. Это тебе сколько лет было, получается? 14, 15? 14, да. Ну, потихонечку. Рановато. Плавно переходящее. Рановато потерял смысл жизни, да? Да. Ну, то есть у меня уже там был 1 миллион подписчиков, я уже других всяких блогеров продюсировал, и, в общем-то... У тебя есть деньги, ну, такая, да, бесконтрольная жизнь, самостоятельность. Ничего не так-то? Ну, вот реально, у тебя какая мысль здесь была, интересно понять, какая теория в голове висела? Ну, это очень естественно, на самом деле. Со стороны я понимаю, когда и люди другие рассказывают там подобные штуки, со стороны кажется, типа, что не так? Когда ты, типа, все достиг, потерял смысл, не видела дальше, куда идти? Или как? Я был слишком маленький, то есть я не подходил к этому как, ну, что у меня какие-то были все, что я там, может быть, типа мечтал, это быть популярным и, ну, какие-то, типа, нам деньги заработать, состоятельность какую-то получить. Сегодня не было у меня целей, там, купить какую-то тачку конкретную, там, я не знаю, квартиру, там. То есть это случилось слишком рано, и люди и позже выгорают и теряют смысл жизни. Но я в тот конкретный момент просто пришел в точку, где мне там 14 лет, я снимал, ну, такую достаточно классную квартиру в Москве, все, я просыпаюсь в ней, как бы когда ты месяцами ведешь там не самый здоровый образ жизни в таком возрасте, да в любом возрасте, у тебя начинаются проблемы, ну, с внутренним, как сказать, внутренней алхимией. У тебя нарушаются процессы выработки там дофамина, серотонина, все становится негармонично работать. Ты в этих просадках, ну, ты проснулся, ты днями себя не обогащаешь тем, чем я обогащался до этого всю жизнь, там, живя в Беларуси дома с родителями, а обогащаешь себя просто кучей блогеров каких-то совершенно недалеких, просмотрами в кинотеатрах, там, 5 кино подряд, там, до 3 часов ночи, потом в 4 ночи покушать там, в чайхане, например, и пойти спать там, в 6 утра. Ну, то есть, да. Так себе, да, честно говоря. Да, это логично, что у человека в целом будет просадка, ну, вообще дофаминовая, эмоциональная. И в какой-то момент просто это было уже естественно, наверное, для моего возраста, ну, именно конкретно в контуре как бы моей жизни. И начались вопросы просто. А сверху еще и вот эта серая пелена восприятия. Ну и все, и потихонечку эти вопросы у меня как бы там сначала выровнялось,
Потом были новые вопросы уже в позитивном состоянии. Ну, тебе кто-то помогал вот этот путь здесь пройти? Ты говоришь, начались вопросы, ты их сам себе задавал или ты обращался к кому-то, с кем-то начал обсуждать? Как ты, вырулил из этого? Вырулил ты сам своими, своей головой или... Не, конечно, своей головой, да. Какие-то люди встречались, более взрослые, товарищи появлялись, подруги, которые там тоже могли какой-то свой совет, сказать. Ты потихонечку распутываешь клубок. Просто, еще раз, эти вопросы могут возникать в момент, когда ты гармонично свою жизнь проживаешь, и они через позитив идут. Ты пробуждаешься, а может, могут начать приходить, когда ты в не самом лучшем положении. И тогда это идет через вот такие вот... Ты улетел куда? На Бали? Нет, там долгий еще процесс, еще до короны было. Я там, уходил от блогерства долго, начал финансовой грамотности прокачиваться. Там я нанялся репетитора по английскому, он оказался трейдером. На второй урок он мне принес книжку «Богатый папа, бедный папа» и «Сам богатый человек в Вавилоне». Я их прочитал, купил себе сейф, начал впервые снимать деньги в наличку, регулярно все поступления откладывать в сейф, потому что иначе я мог зарабатывать какую-то сумму денег, но при этом у меня регулярно, так как платежи были мелкие и регулярные, у меня в месяц, точнее ежедневно, была какая-то 20% от суммы, которую я зарабатываю на карте. И никогда я не видел этих денег, которые я зарабатываю. Поэтому потихонечку началась какая-то финансовая грамотность и много чего еще. Я делал там разные проекты и недвижкой занимался долевой собственностью в Москве там почти год. И всякой всячины. Потихонечку, потом там пришел этап, когда я познакомился с практикой випассаны, гвоздистояния, медитации в ледяной воде. И меня это все во мне еще больше инициировало, доставало из меня вот эту мою суть ищущего, да. Очень быстро встали на место файлы, которые мне всю жизнь родители рассказывали. Они у меня, точно такие же, в общем, любители поиска истины. И все, и тут шаг за шагом я просто для себя понял вообще, кто мы такие, какие возможности тела мы сами же просто лишаем сами себя этих возможностей мнимым каким-то комфортом, жизнью в городах, мышеловках для людей. Да, и все, я не собирался вообще с этой социальной реальностью мириться, и все, у меня был путь в Индию, просто я решил там заехать на Бали, перед Индией подготовиться. Хорошо, то есть ты перегрузил, ты сейчас себя ощущаешь на 100% вышедшей из этой истории, то есть из такого, это момент, когда ты перегружался, или ты еще в процессе, как ты себя ощущаешь? Все вот эти, на самом деле, вопросы, и в том числе какие-то прям тяжелые ситуации и ощущения разочарования, это момент, когда спадают иллюзии. То есть у тебя есть внутреннее несоответствие и некорректное представление о мире. Происходит точка в твоей жизни, где тебе жизнь показывает себя такой, какая она есть. И у тебя не столкновение. И либо ты сходишь с ума и остаешься в иллюзии, на самом деле так мы очень часто делаем, просто потом не готовы принять, чуть позже возвращаемся и там дальше принимаем. Кто-то до конца жизни не принимает. Если ты принял, как бы больно не было, реальность и то, что твоя иллюзия, она не в этой всей галактике, просто в этой вселенной, она просто не имеет никакого отношения к реальным делам вообще. И все, и ты, в общем, начинаешь вообще высвобождать огромное количество энергии внутренней, потому что в объективной реальности жить супер классно, супер комфортно. Если новые иллюзии появляются, ты их дальше раскрываешь, ты уже знаешь, что это такое. Да, больно, бывает до сих пор, да, бывает неприятно, но ты знаешь, что это на дистанции делает тебя счастливее, гармоничнее, устойчивее, и ты с удовольствием рушишь эти иллюзорные замки, пополняя свою библиотеку реальным течением дел. А что тебя сейчас больше всего драйвит вообще из твоей деятельности, из жизни? Вот из всех твоих слоев. Где у тебя больше всего сейчас энергии? Наверное, в времяпрепровождении с семьей и в инвестициях в недвижимость.
Ну, только не такую недвижимость, типа квартиру у застройщика купить, а вот типа что-то креативное делать, строить, особенно что-то из дерева, какие-то избы такие в старорусском стиле, ну, в общем, всякое такое. Ну, то есть, подожди, все равно тема недвижимости, да, несмотря на то, что у тебя был опыт такого долевого недвижимости, ты от него вроде отказался, ушел там в крипту, ну, через продюсирование, там, ушел там дальше, стал двигаться, то есть все равно эта тема у тебя по-прежнему. И у тебя... Я очень люблю недвижку. Да, у тебя была миссия в предыдущем опыте освежить города новой кровью, да, за счет того, что расплитить старые квартиры и заселить туда ярких, классных людей. Да. Ну вот сейчас у тебя здесь какая миссия в недвижимости? Ну, то, что ты сейчас инвестируешь, говоришь, избы, там какие-то необычные. Там у тебя какой смысл сейчас? Я в первую очередь для себя искал вот уже достаточно продолжительное количество времени самый идеальный вариант вообще, как может выглядеть дом семейный, да, и, в общем-то, из чего он должен быть построен, включая разные абсолютно факторы. Для меня, ну, все важно как бы обкатывать через себя. И я там, ну, часто понимал, что у меня как бы там несколько развилок по жизни, и, ну, одна из развилок, в общем, там, это пойти и сделать какой-то большой проект. Мне очень не нравится, что мы оставляем за собой очень серьезный экологический след, вообще как люди. Я постоянно, ну, частенько думаю о том, вот я как человек, сзади меня, ну вот, объем типа мусора, который я сгенерил, который будет сотнями или тысячами лет гнить, и, ну, и не некоторые даже виды остатков, они вообще не разлагаются, если их выкинуть. Например, литий-ионный аккумулятор, вот там тот же силикон, например, тоже, ну, просто не разлагается, он не возвращается в экосистему планеты. Я, ну, ищу и продолжаю искать, и уже много чего нашел, виды экологического строительства, когда ты, во-первых, себя не экранируешь от остальной внешней среды. Опять же, я вот там жил в городах, спал в домах, там у меня у бабушки с дедушкой, там у них кирпичный дом, например. Я понимал, что мне дарована возможность жить внутри, можно сказать, своей матушки, мамы, природы. А я зачем-то себя замыкаю типа в бетонный квадрат. В момент моего ключевого вообще этапа внутри дня восстановления, да, сон, я себя экранирую от разных излучений, плюс у нас идет, ну, в фундаменте условно арматура, она имитирует и по факту создает тот же эффект, что сетка Фарадея внутри микроволновки. То есть она просто излучение важнейшее, к которому мы привыкали, каждый в свою теорию верит, сколько человек там существует, да, ну, допустим, там по-разному, десятками тысяч лет даже если. Мы привыкали к этим излучениям из-под Земли, так же, как привыкали к излучениям из космоса вниз. Так. И, ну, я чувствую колоссальную разницу, когда я сплю в доме бетонном, типа с бетонным толстенным фундаментом, подвалами и так далее, либо когда я сплю в избе деревянной, которая стоит на лиственном фундаменте, или пускай там просто на каменном, можно из камней делать фундамент, из обычных просто валунов. И, ну, задача состоит в том, чтобы, во-первых, после того, как типа этот дом снесли, природа вообще никак не испортилась, ты не заморозил, ну, и не перекрыл никакой даже маленький кусочек земли, не забрал у экосистемы, и, что самое главное, как бы сгорит там твой дом, там, или, я не знаю, просто от старости там сгниет, ну, неважно. После него не останется никакого экологического следа. Я углубляюсь в эту штуку, у меня есть всякие уникальные товарищи, которые тоже, в общем, дошли там десятками лет до крутых штук в виде отопления, там одной печкой, одной протопкой в день. И, ну, для того, чтобы человек мог не зависеть от системы, которая там сложнейшими просто процессами добывает типа это электричество. Все должно точно, как механизм, там, как часы работать, обязательно электричество должно до тебя дойти, вот до твоего дома и там отопить твой теплый пол. Ну, вот. по сути, у вас такое создается комьюнити людей, заботящихся о
природе, о планете. Ты говоришь, много людей таких знаешь. Я видела, твой пост тоже был в Инстаграме про грязевое пятно, да, вот мусорные какие-то огромные пятна, которые тоже меня шокировали, вот честно, эти все посты. Видишь ли ты в этом какую-то тогда свою миссию небольшую? То есть как бы это уже становится как будто бы твоей миссией, да? Я к этому чуть по-другому отношусь, то есть это всегда мешает, типа миссия, там, это все под какие-то то, в том числе ты на себе ярлыки навешиваешь. Ограничения. Да, что-то может эго, там, ну, в том числе защищать потом. Это ненужная штука. Я и мои товарищи, которые в этом направлении двигаются, мы просто продолжаем, типа, повышать сознательность в отношении жизни. Ну и ты просто в какой-то момент понимаешь, что, блин, оказывается, от того, что я кинул фантик в мусорку, он никуда не исчез. Я несу персональную ответственность за то, что будет с этим фантиком. Даже если я его купил в магазине и не я его произвел, я проголосовал, покупая, передавая там деньги как саккумулированную там свою энергию, которую разменял на время в прошлом. Я голосую за то, чтобы еще производили эту конфету в этом фантике, ну условно. То есть это просто повышение сознательности жизни, и тебе самому становится дурно и неприятно от того, что ты просто потребитель и буквально если там искусственный интеллект самоосознается и просто ему там понадобится, я не знаю, минимальное количество времени, чтобы проанализировать комплексно вообще интернет, понять, что происходит, и понять, что человек ключевой вредитель на планете Земля. Факт. Я поддержу. Есть злые гении, которые там считают так, и они разочарованы в человечестве, им кажется, что типа его не спасти, и в общем они там хотят сократить население, да, но я к этому чуть иначе отношусь. Я считаю, что человек, он может быть как потребителем, так и созидателем, и в условиях современной реальности это намного сложнее делать, но глобально мы вполне себе могли бы прийти к тому, чтобы жить в гармонии с природой и быть такой положительно вращающейся структурой. Что бы ты выбрал, популярность или деньги? И нужна ли тебе популярность без денег? Тебя может знать каждая собака во дворах, обсуждать там, да, при этом ты, как математик, забыла его фамилию, да, которая Нобелевскую премию получила. Отказался, да. Да, отказался, кто есть его знает весь мир, там все знают, но денег нет. Вот где вот у тебя, например, где баланс? Я в детстве, возможно, хотя у меня вроде было абсолютно изобилие внимания, может быть, просто такой тип личности артистический, я не знаю. Но я с детства просто, мне импонировало блогерство, не то, чтобы я прям типа я хочу стать популярным и все. Мне было интересно то, что делают блогеры разные. Мне было интересно, как они создают контент, свой мир какой-то собственный. И мне просто хотелось себя в этой роли почувствовать. Типа, каково это, когда тебя узнают на улицах, когда тебе подходят, фоткаются. В какой-то момент, как раз примерно в тот же период, когда я там потерял смысл жизни, понятно, что если я подъеду к любой школе в Москве, не в Москве, где угодно, тут же меня узнает просто практически 70% чуваков, девочек, мальчиков, которые там будут гулять во дворе, на площадке. Я в какой-то момент, просто понимал, что у меня медийность еще и укоренилась. Меня до сих пор узнают школьники, уже даже выросшие. Они уже взрослые парни здесь, в Дубае, потому что я просто там не вылазил с трендов первой вкладки, сотни миллионов просмотров, такое же количество просмотров и подписчиков у ребят, которых я продюсировал. Я просто в какой-то момент начал понимать, что ко мне подходит человек, и я в какой-то момент просто себя спрашиваю, а в общем-то, по какой причине ты хочешь со мной сфоткаться? Что я сделал для тебя в этой жизни вообще хорошего? Кто я тебе? У меня диссонанс был, я с таким лицом, сначала ты там радуешься, прикольно, со мной еще фоткались, когда у меня там 6 тысяч подписчиков было, я еще в Минске жил, потихонечку так, раз в полгода один сфоткается человек какой-то узнал, и ты там радуешься там. А тут я просто стою, и я думаю, боже мой, типа вообще, куда я пришел? Не кажется, что люди присоединяются к тебе, потому что люди хотят, знаешь, подсоединиться к твоей энергии, как ты быть? Из-за этого. Сейчас, может быть. Тогда я делал абсолютно, может быть, кто-то даже говорил, что и мне потом что это было вдохновляюще, кого-то на что-то смотивировало, но глобально я делал развлекательный трэшовый контент, который ничего глобально вообще в их жизни не нес. И я себе тогда
помню, живя в Москве, прям, внутренне как-то спросил. Я не то чтобы попросил, не то чтобы как-то вот загадал, но я себя спросил, а смогу ли я когда-то прийти к точке, где меня будут узнавать люди, подходить ко мне и говорить: Стефан, ты изменил мою жизнь, спасибо тебе большое, по той или иной причине. И я буду, слыша это, знать, что это правда может быть так. И то, что я реально отдавал что-то, что способно, если человек сам этого захотел, ему что-то поменять в мышлении или в жизни и так далее, в восприятии. И я в какой-то момент, у меня потекли слезы, я не помню, то ли это было в Кейптауне в аэропорту, то ли где-то, это уже прям, было спустя долгий период времени, уже даже когда меня начали узнавать люди и признаваться мне, что я изменил их жизнь, но это был какой-то пиковый момент, ко мне подошла какая-то девушка, наверное, в Кейптауне, которая в Сбере очень высокую должность занимает. Она там отучилась, у нее высшее образование сначала в России крутое, а потом в Шанхае, по-моему, или в Гонконге. Но это супер крутой, образованный человек, специалист, и, в принципе, классно по энергии. Там. Она не попросила сфоткаться, ничего, она говорит: я просто хочу сказать тебе спасибо за то, что ты поменял мою жизнь, своими постами. И это было настолько вовремя, это там было настолько ценно, настолько глубоко. У меня слезы там потекли, я думаю, господи. Я вспомнил просто тот вопрос, который я себе задавал, и думаю, да ладно. Неужели все-таки это, возможно? И я даже особо ничего для этого не делая, потому что я в какой-то момент, наоборот, пошел против логики. У меня было 700 тысяч подписчиков в Инстаграме, сейчас там 400, отписалось 300. Я просто начал выкладывать то, что я считаю нужным, не какую-то развлекательную и красивую историю, а просто выкладывал фотки для семьи, для каких-то товарищей. И мне было просто в какой-то момент стало плевать вообще, сколько это наберет лайков, сколько просмотров, во сколько я это выкладываю. Боже, вообще, хоть в 3 часа ночи. Я до сих пор выкладываю обычно ближе к ночи посты, вообще без всякой логики там, и так далее. По сути, ты как раз проявляешься. Я, недавно услышала теорию, что люди проявляются по-разному. Есть проявление через бизнес, например, когда ты проявляешь через бизнес, то есть ты создал какой-то бизнес, но это все равно не прямое проявление себя в мир. Это все равно некие запреты себе проявляться более открыто. Люди создают бизнес, потому что не могут по-другому проявиться открыто. И как будто бы здесь, если брать эту теорию, как будто бы ты через посты как раз-таки просто стал проявляться как я и есть. Я там, не знаю, ты можешь стоять голым посреди комнаты и записывать текст, который будет откликаться вообще без каких-то там мыслей у других касательно того, нужно, ты там взял, написал, и ты так проявился. И как будто бы как раз здесь схлопывается твоя мысль про писателя, да, как-то соединяется в одно, то, что ты пишешь, ты проявляешься в мир собой, пишешь, и это ты знаешь, как сам собой себя отдираешь, отграничиваешь, что Стефан и его бизнес, или Стефан и мои деньги, Стефан и моя семья. Ты как будто бы есть Стефан, и я такой. И это, наверное, очень, кстати, классно, прикольно. И просто за счет твоего проявления люди к тебе тянутся. Просто они, знаешь, ждут, чтобы ты больше проявлялся еще, скорее всего. Сейчас, 100%. Я просто тоже планирую написать книгу одну, но по теме неолидер. То есть я придумала такое слово неолидер и даже зарегистрировала его как товарный знак. То есть неолидер теперь нельзя там где-то будет использовать. И у меня к тебе вопрос, а что для тебя неолидер вообще? Кто это такой? Пока очень короткая, честно говоря, у меня, таймлайн очень короткий. Только пока приглядываясь, да? Я много точек наблюдения поставил. То есть ты условно, есть просто какие-то вещи, которые ты в моменте можешь пронаблюдать очень качественно, понять и так далее, связанные с твоим телом, с каким-то внутренним твоим устройством, да, как человека и этого некого организма. Есть вещи, которые ты так быстро не отнаблюдаешь. И момент наблюдения можно, конечно, несознательно, в какой-то момент тебя щелкает, и ты такой: вау, осознал спустя какой-то прошлый период. Но самые крутые наблюдения делаются тогда, когда ты прям осознанно сделал такую внутреннюю, нигде даже не записывая, точку наблюдения поставил, такой трекер, рекорд началось.
и все, идут года, и ты так, оп, какой-то дополнительный на таймлайн можешь там пометку сделать, а может, все, остановил, оп, чик, все, отрезок 3 года, отнаблюдал, скорее всего, это вот так, отлично, кладем в библиотеку. И получается, что я не понимаю, насколько сейчас реально все-таки идет позитивный тренд вообще в мире пробуждения. Потому что много кто об этом говорит. Да. Я не знаю, насколько это не иллюзия и не какое-то ограниченное информационное поле касты людей, которые всегда и так были. И сейчас есть, и когда ты просто типа становишься таким, пробуждаешься, потом встречаешь своих, видишь, что их немало, и у тебя создается впечатление, что мир сейчас пробуждается. Ну, короче, я за этим пока наблюдаю. Мне очень нравятся люди, неолидеры, которые, ну вот, у меня есть друзья всякие предприниматели, в которых я чувствую, как в какой-то момент, даже в самых, бывает, заматериализованных людях, я чувствую, как у них хотя бы в каком-то аспекте жизни так и пробудилось, ну вот нечто. И ты чувствуешь за этим человека. Не просто упоротый, бездушный ум, который, типа, ему ничего его не волнует, он идет дальше, дальше, закапывает себя. А ты за вот этим вот чувством видишь отсутствие как бы логики, да, это невыгодно человеку так думать. Он типа что-то заподозрил, что, например, что что-то не так в этом мире, там, например. Да. И ты понимаешь, что, блин, в этом столько человека, в этом столько реально, ну, какой-то вот души ты ощущаешь, что внутри она где-то есть и сидит. Поэтому для меня, наверное, неолидеры — это вот люди, которые пробуждаются и именно искренне, не стараясь типа обидеть и не принять и обозвать там весь остальной мир, а начиная именно с себя, не только вот, ну, реально там недовольствие типа тем, что мир катится в никуда, а начав с себя просто, вот просто начав с себя, начинают потихонечку над собой работать, менять свою реальность. Я на 100% убежден, что даже в городах, в принципе, можно настолько свить свою ветку вот реальности, что ты вот в скафандре просто находишься, живешь, проживаешь счастливейшую жизнь. Ну какой бы ты совет дал? Вот представь, что ты в толпе 40-летних парней. 40 человек, все какие-то, какой-нибудь там бизнес-клуб, все занимаются бизнесами, кассовые разрывы, там, блин, все обсуждают, там что-то не приехало. Ну и ты вот стоишь в центре такой толпы. Что бы ты им крикнул или сказал вообще в целом? Я бы точно ничего не крикнул. Почему? Ну, просто потому что... Вообще, есть ли в этом смысл крикнуть? Невозможно изменить человека, пока он сам не захотел. Я 100 раз в этом убедился. Ну, подожди, может, есть какой-то крючок, который ты знаешь, ты сказал, знаешь, как зерно, которое ты там посеял, и что-то ты им можешь сказать, которое у них распакуется через 10, там, 5 лет, через год, ладно. Что это? Какое? Это всегда очень индивидуально, в зависимости от направленности заблуждений человека. И где-то даже, наверное, говорил, что я там вообще в бизнес в итоге там пошел по ряду причин, но одна из причин в том числе сформировать определенный ресурс для того, чтобы реализовывать те вещи, которые я хочу реализовывать. Но есть еще одна причина, которая образовалась по пути, которую я просто сам как-то в моменте осознал, то, что я у себя там в Инстаграме могу транслировать просто какие-то бредовейшие для современного общества вещи. Вот просто вот чел, типа, ты вообще не это должен показывать, должен показывать Феррари, Роллс-Ройсы. А ты Стефан Салат, да, но мы еще к нему перейдем. Да, и как бы получается, что я вот так вот за крючком беру внимание человека, типа у меня есть то, что тебе хочется. Я не какой-то там бедолага, который там пытается доказать, что Стефан Салат вкусный. Я как бы, что-то вот понял, да, еще и в 20 лет. Мне не 40, типа я не в 50 к этому пришел, в 20. Потому что в 50 можно прийти к каким-то сверхрезультатам и в том числе быть в заблуждении касаемо других аспектов жизни, особенно если ты всю жизнь занимался бизнесом, потом ты начинаешь про питание что-то затирать. И я понимаю, насколько вот этот мой образ, он цепляет людей, они хотят получить материально, то, что у меня есть материального, а я им говорю, ребята, типа, если вы хотите получить это,
захотите сначала вот это, вообще нематериальное. И вот это материальное мне досталось только благодаря тому, что я хотел и в себе взрастил вот это. Мой стандартный такой вот, если вот нейтральная рекомендация, просто непрошенная, я всегда рекомендую людям начать с питания. Начните, задаваться вопросом того, что вы вообще в себя пихаете. Согласна, это питание, это классный, кстати, стартовый инструмент получается. Да. Потому что через питание, во-первых, ты становишься осознанное у тебя питание, во-вторых, ты качество продуктов, да, начинаешь наблюдать, состояние, которое у тебя есть, да, классный инструмент. Мы живем в реальности, где мы можем с легкостью, не задумываясь, зайти в магазин, приложить карту и получить в свои руки нечто, что бессознательно принято как съедобное, но на самом деле катастрофически неестественно для человеческого организма, который миллионами лет, десятками тысяч лет, пофиг, привыкал к иному употреблению, иной структуре, из которой он строил себя и возобновлял свои внутренние балансы энергии. Мы запихиваем в себя просто какую-то бомбу разрушительную по всем фронтам, какой-нибудь чокопай, просто вот, да, или киндер-сюрприз, еще и детям это даем, не дай бог. И самое первое, что в жизни нужно сделать, это начать просто задаваться вопросом, что я в себя пихаю, и перестать пихать все то, что ты не понимаешь, что это вообще, хотя бы примерно из чего это состоит, не то, что там написано сзади на упаковке, а ты должен смотреть и знать, что это, просто по внешнему виду понимать, что это такое. Значит, Стефан Салат, кто не знает, у Стефана в Инстаграме, в прямых эфирах всегда Стефан Салат. Самый важный салат в вашей жизни – это много зелени, авокадо. Ты не сохранил хайлайтс, был последний? Тебе нужно сохранить хайлайт Стефан Салат, где ты с парнем из еду, да, по-моему, это да. Его сделал. Зайдете потом к Стефану в Инстаграм, зайдите в хайлайт Стефан Салат. Мне кажется, он уже настолько популярный, знаешь, ты там ходишь, говоришь, в ресторан и говоришь, берешь обычный салат, подкидываешь сверху сам авокадо, да, там или что. Маслице свое носишь, нет? В смысле, в ресторане? Да. Нет, так он в меню в ресторанах. Он в меню в ресторанах. Там написано Стефан Салат, коллаб with Стефан Studio. Да? Да, вот в лето можешь прийти или в Secret Garden, да. Вот, ребята, все попробуем, обязательно сходим. Да, в чем секрет? Я, слава богу, написал в этом пост в Инсте. Вообще, опять же, это не мое раздутое эго, из-за которого я решил назвать салат в честь себя. Дело обстояло так. Я, когда начинаю долгое время жить в какой-то определенной точке, с учетом того, что мне, в принципе, очень тяжело в ресторанах питаться, я зачастую питаюсь дома, но в силу моего ритма это не всегда возможно. И я потихонечку, помаленечку нахожу определенные рестораны, где можно найти нечто, что я готов покушать, от чего мне неплохо, которые используют качественные продукты, не добавляют всякой хрени и соусов, и всяких специй нехороших и так далее, чтобы сделать ультра вкусно, ультра интересно. Соответственно, у меня образовался ряд ресторанов, вот живя на Blue Waters, ряд ресторанов, в которые я регулярно ходил. Один из таких ресторанов был ресторан «Лето». В ресторане «Лето» супер лояльная вообще команда. Он, кстати, он из Томска, я просто из Томска. Да, и да. вот основатель, Артём, да, он из Томска. Да, да. Я недавно узнала, Он кстати. сибиряки, да, они с отцом сибиряки. Где-то это строжайший регламент того, что повара и команда не должна отходить от регламентов готовки конкретного блюда, потому что если вдруг человек отравится или что-то произойдет, с ним не то ресторан будет нести ответственность за то, что он приготовил не сертифицированно это блюдо, которое он там зарегал, утвердил и так далее. И рестораны очень боятся во многих странах отходить от намеченного плана. А вот в Лос-Анджелесе исторически пошла история лояльности ресторанов к изменению блюд под пожелания посетителя. Это связано с тем, что там очень много живет и жило голливудских звезд, у которых весь
вечно какие-то гребаные диеты, которые приходят в ресторан и говорят, можно мне вот это уберите, это добавьте, это уберите, это добавьте. Да. И в Дубае, в общем, мне понравилось, что эта лояльность, она присутствует. Здесь очень редко бывает такая вот строгость, но особенно в хороших ресторанах. И вот ресторан «Лето» оказался настолько лояльным, что я потихонечку сначала у них просто зелени просил. Потом говорю, может, еще помидор порежьте. Потом как-то там и авокадо потихонечку добавилось. И плавненько мы пришли к тому, что они мне готовили мой салат. Сначала я просто его ел, как бы вот просто салат как салат. Понимая, что в оригинале, когда я его готовлю дома, я его готовлю с использованием неких секретных ингредиентов. Да, масел специальных. Не, масло это в последняя инстанция. Семена конопли. В чем прикол и почему этот салат абсолютно универсальное блюдо, которое способно заменить вообще любой прием пищи для человека, который любой деятельностью занимается, спортом, там, не знаю, профессиональным или чем угодно. Там есть ядра конопли, в которых в 4 раза больше омега-3, чем в рыбе. Только в отличие от рыбы в ядрах конопли нету тяжелых металлов, ртути, аммиака и всякой еще хрени. Нету паразитов, и, в общем-то, ты не убиваешь никого. То же самое дальше у меня там по-разному бывает, разная пропорция. Там лен, кунжут, куркума, кориандр, черный тмин. Много-много всякой такой семена тыквы, штуки, которая очень такая, на самом деле, съестная, то есть ты наедаешься. Ты съедаешь этот салат. Питательная очень. Питательно, да. И тебя, нет ощущения, что ты, типа, там, козлик, который поел травку, да, и такой, ой, как же мне бы сейчас стейка хотелось. Ну, авокадо, во-первых, очень. Плюс авокадо, плюс сыродавленные масла. Просто спустя время я начал брать, там, у меня такая пачка большая была, всяких семян перемешанных моих. Я приходил с этой пачкой в сумке, открывал, насыпал и уходил домой. Это было очень... Как маньяк, что ли, в ресторане. Так. Да, мне вообще, честно, вот прям я в этом плане, у меня нету... Мне все равно, без комплексов. Да. Я доставал, люди могли странно смотреть, официанты еще более странно. Я тут добавлю конопли, да, такой. Да. Но в какой-то момент я понимал, что это дико неудобно, и как-то, иногда даже не носил, потому что, лень брать, потом это обратно заносить домой или как. И потихонечку как-то мне в голову пришла идея покупать одноразовые такие бумажные, типа как стаканчики маленькие, в которые я начал насыпать чисто дозировку под салат, приходить в ресторан, насыпать себе, перемешивать и кушать. Классная идея. Начал есть на встречах, естественно. Я прихожу, у меня постоянно там условно встречи в лето, я кушаю с людьми, общаюсь, все. Спустя месяца такого как бы темпа, да, ритма жизни, я прихожу в очередной раз в ресторан и вижу, за столом едят люди мой салат, абсолютно незнакомые мне. Ты такой, так. Да, я такой, типа, не понял. Я потихонечку, не помню уже как, потихонечку начало выясняться, что какие-то мои друзья, которые со мной ели, видели этот салат, начали приходить в ресторан без меня и пытаться официанту объяснить, что за салат они там хотят получить. Они такие, Стефан, салат, Стефан, салат. И все, и в какой-то момент официанты непроизвольно начали говорить, Стефан, салат? Стефан, салат, без проблем. Шло время, салат распространялся среди русскоязычной публики. Спустя время появились англоязычные ребята, которые официанту говорили, извините, вот там на столе стоит салат, я вот в меню такого не вижу. Что это за салат? Это у нас там специальный салат, не по меню, от специального гостя. Они такие, я хочу. Все, приносят. Потихонечку это стало популярным и среди арабов, которые, там, у них диабет зачастую, они, в общем-то, им нужно зелень кушать и всякую такую штуку. Вот. Ну и все. Я знаю, что команда этот салат вбивала отдельно, очень кропотливо. Там такой чек вылазил по пунктам, эту штуку. Плюс он стоил там по 250, по 300 дирхам за салат. Просто потому что отдельно вбито, да. Он, если я не ошибаюсь, прям в какой-то момент стал в рамках ресторана самым кассовым салатом. Круто. Да, из представленных. Команда неоднократно просила
владельца внедрить его в меню, чтобы удобнее было. Но ресторанов куча, их там типа 40 штук по миру, они начинали вообще с Лондона, с Британии, там у них Франция, и еще много локаций. Он говорит, не, ну мы сеть, ну как это так, ну нет. В итоге одна моя подруга, которая, в общем-то, тоже фанатела от Стефан Салата, сказала о том, что она знакома с Артемом, они с ним в Лондоне там кучу лет там знакомы и дружат, вот, и предложила сконнектить. Все, сконнектила. Я рассказал просто свое видение. Артем сказал, офигенная идея, типа, раз все ну так, давайте внедряем. Внедрили в лето в Secret Garden и сделали Стефан салат, сделали Стефан комбо с фрешем, который я тоже все время пил, зеленый такой, без сахара, без сиропов. Вот. Ну и теперь оздоравливаем население Блювотерса, то есть... Слушай, ну это тоже про такое, знаешь, прямое проявление тебя в мир. Это же вообще не через никакие, не через инструменты, не через инфопродукты. Ты такой, я просто стал есть свой салат. И это, смотри, как закручивается. Ты даже сам не ждешь, не ставишь особо никаких целей. Ну, скорее всего, и блог у тебя точно так же рос. Ты там делал для фана, просто проявлялся. И вот у тебя раз... И просто раз сработало. Это очень круто. Это главное очень прикольно. быть собой. Да, вот этот. Посыпку, кстати, мы тоже сделали. То есть в ресторане салат приносит и приносит такую колбочку стеклянную. Вот, ты знаешь, и было бы прикольно уже, чтобы ее продавали вот так, даже вне ресторана. Мы сейчас работаем, в принципе, над тем, чтобы доформировать концепцию Стефан салата. Ну, может быть, и правда появится формат того, что можно Ну что, Стефан Delivery нужно. Очень тяжело найти такого качества, вот, например, ядра конопли. То есть те, которые сертифицированы, потому что, ну, ты понимаешь, это ядра конопли, как бы здесь тонкая грань. Ну, да. Хотя в Европе они уже очень давно вернулись к пониманию того, что конопля — это просто культовая вещь, которая всегда была, особенно со славянским народом испокон веков. И, в общем-то, там из 33 видов конопли только в 3 видах, там, максимум там, в 4 есть ТГК, вызывает одурманивающий эффект. Все остальное — это производственная конопля, ты сколько ее не скури, тебе ничего не будет, ты никак не одурманишься. Соответственно, ну, мы испокон веков производили коноплю, мы пили конопляное масло, мы одежду шили из волокон конопли. В истории человечества конопля сыграла культовую роль, и если можно, если будет желание, там каждый может для себя поизучать, не буду сейчас углубляться, но в общем, это такая супер штука. Я хочу тебе задать свой последний коронный вопрос, который я задаю всем. Если бы у тебя были все ресурсы, все связи, все деньги, все время, все возможности, ну, в общем, все на планете безлимитно для тебя, любая связь, любой контакт, любые деньги, что бы ты сделал? Слушай, это очень крутой вопрос. Самое главное, что я не раз себе его задавал, даже как бы прокручивал образами там, какие-то свои детские теории. Я бы, скорее всего, сделал бы очень много неправильных вещей, даже преследуя правильную цель. А мне нужно еще очень много чего понять, узнать и осознать и повзрослеть для того, чтобы я грамотно смог реализовать то, о чем я сейчас там скажу. Но глобально я себе прокручивал вообще, как можно типа вот истребить систему в том виде, в котором она существует сейчас на планете. Я думал, типа, вот прикольно было бы создать искусственный интеллект или иметь настолько ресурсы с точки зрения хакерской атаки там, и так далее, незаметно для остальной системы. Но сейчас ты говоришь про то, что она мне подвластна. Я рассуждал на тему того, что она мне не подвластна. Настолько просочиться в систему, вот как, например, сейчас там по всему миру люди майнят биткоин, и это такая типа децентрализованная, по сути, независимая, не подчиненная никому, отдельная взятая сеть. Ну, я себе представлял, в общем-то, то, что можно было бы наплодить огромное количество там спецтехники, которая производится именно таким образом, чтобы она могла быть трансформирована в нужный момент резко в определенных роботов, дроны и всякую такую штуку, которая мне понадобилась бы для того, чтобы уничтожить все производства на планете Земля, которые вообще существуют. Это мои рассуждения были к вопросу все-таки о сражении с системой, да, когда тебе необходимо
необходимо ее остановить и как минимум откатить на сотни лет назад, когда все разрушено, и мы как бы знаем, что делать, как заново это все возобновить и вернуть, но нам нужно типа еще огромное количество времени, чтобы заново все создать всю инфраструктуру. И я не говорю про инфраструктуру, где живут люди, типа, а которая все это снабжает. Вот, но это такие размышления просто сумасшедшего, условно, там. Ну, такие, да, знаешь, как область фантастики, когда раньше писали, что роботы будут нападать на планету, ну, по сути, это уже там, чайник заговорит. Да, я хотел все это потом саккумулировать, весь пластик саккумулировать и отправить в чистый космос. Так ты писатель-фантаст. Нет. В общем, если бы у меня были ресурсы, я бы просто, естественно, я бы все это, надо было бы очень много чего пропустить через себя. Я бы просто на полном серьезе делал бы семимильными шагами, совершал бы действия по остановке, развития городов, распределению людей гармонично и плавно по земному шару, переходу на хотя бы более небольшие города, и не говорю о поселениях, просто небольшие кулуарные города, где люди могут быть счастливы, где это не просто машина истребления, черная воронка, дыра, в которую человек попадает, и его там как соковыжималка, я не знаю, Москва, что это, разве не соковыжималка. Потихонечку полностью вывел бы алкоголь, естественно, вывел бы наркотики, сигареты, пускай это ушло бы там сначала на черный рынок там, и так далее, это все тоже на самом деле решаемо. Я бы перестал продавать в магазинах на законном уровне детям, типа и рекламу на законном уровне допускать, что рекламируется Кока-Кола, которую взрослым, пить нельзя, а ее рекламируют для детей, или киндер-сюрприз, просто чистая отрава вообще в чистом виде. Пока люди едят там рыбку Сибас, которая еще хоть как-то там менее отравлена, их дети кушают киндер-сюрприз, это просто бред бредский. Я бы прошелся бы жестко по всем разным пунктам несоответствия вообще. То, что типа делается ради денег, все бы это повыключал, поистреблял, начал бы распределение городов, отказался бы от пластика, потому что тоже бизнес и деньги. Пораскрывал бы кучу старых всяких исследований Николы Теслы, различных советских ученых, достал бы просто кучу источников дешевой электроэнергии, которая искусственно уже там десятками и даже сотнями лет оттормаживается, останавливается из-за того, что нефтяной бизнес один из самых там прибыльных на планете, и нефтяная мафия, она просто не дает выходить в свет и развиваться дешевым источником электроэнергии. И, в общем, поостанавливал бы всех вот таких вот козлов отпущения, которые зачем-то набивают свои карманы, уничтожая просто впрямую планету, уничтожая будущее своих детей. Я не знаю, возможно, у кого-то нет детей, возможно, кому-то плевать на их детей, я не знаю, что ими движет. И, в общем-то, такой путь к... Вернул бы планету назад, да? Не говорю, что полностью назад, это просто другие технологии, экологичные технологии, это очищение от того, что мы уже испоганили на планете Земля, в общем-то, стабилизация, приход к гармоничной жизни в связи с природой. То есть просто мы убираем там из магазинов сахар, глютен, химозу всякую и так далее. Человечество уже пробудится, пипец. Ему не надо тренинги показывать, не надо книги какие-то читать. Я не подключился бы на все экраны, не начал бы ничего транслировать. Люди начинают питаться более простой пищей, чистой, обычной. Не говорю о Стефан-салате даже. Какие-то овощи, картошечка там хотя бы. Что-нибудь, в магазине все сладкого, нет чипсов, нет пива, нет водки, нет и так далее. Были бы невероятные результаты того, как люди бы просыпались и какие вообще мысли, и понимания, и принятие новой реальности у них бы происходило внутри. Прикольно. Интересно будет это видео посмотреть лет через 20. Да. Спасибо тебе большое за то, что ты пришел, поделился, раскрылся с другой стороны, которую не на всех, может быть, площадках ты где-то показывал. Да, мы очень много тем затронули, прикольных, которые не затрагивали. Да, для какой такой и для новой аудитории у нас все-таки больше, наверное, такая будет больше бизнес-аудитория, даже, может, больше мужская, скорее всего. Поэтому спасибо тебе. И подписывайтесь на Стефана, будет в описании ссылка на него. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь, шерьте инсайты в своем инстаграме.